Россия потеряла один из компонентов ядерной триады. Падение стратегического ракетоносца. Последние детали авиакатастрофы. Миллиардеры с общим состоянием в 110 миллиардов долларов сбежали из России и выдают себя за граждан других стран. О ком речь? Отмена военного положения. Когда это произойдет и готовится ли Зеленский к выборам? Ответ из его офиса. США ввели новые санкции против РФ и одновременно вычеркнули из черного списка известных граждан России. Детали. Фиаско Трампа. План провален. Москва выдвигает претензии Белому дому и отправляет переговорщиков США. Тем временем в Вашингтоне заявляют, Украина и РФ на пороге мира. Когда стороны сложат оружие? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с событий в Иркутской области. Именно там Россия потеряла один из своих стратегических бомбардировщиков. Сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3 входит в состав дальней авиации ВКС РФ и считается воздушным компонентом ядерной триады Кремля. Но на данный момент Россия использует их для ударов по Украине. Падение одного из таких бомбардировщиков произошло в ночное время, во время, как заявляется, планового полета. Экипаж, состоящий из 4 человек, катапультировался, но один летчик погиб. Причина падения уже известна. Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время до утра. План Трампа с треском провалился. Американский президент, который позиционирует себя как миротворец и уверял, что способен завершить войну в Украине за 24 часа, потерпел фиаско. Вашингтон не сможет добиться пасхального перемирия, хотя изначально ставил такую цель. Это станет значительным ударом лично для Трампа. Об этом пишет The Telegraph. Реальность оказалась другой, уточняют авторы материала. Источники сообщили, что администрация Трампа все больше разочаровывается в тактике затягивания, которой пользуется Кремль и готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы те согласились на урегулирование. В начале своего президентства господин Трамп поставил цель добиться полного перемирия к апрелю или маю с последующим установлением прочного мира. Теперь Трамп пытается изменить ситуацию. Он начал делать агрессивные выпады в сторону уже не только Зеленского, но и Путина. Впервые с начала переговоров он резко раскритиковал Кремль за затягивание процесса. Вашингтон обсуждает новые санкции, включая вторичные ограничения на российскую нефть. Поговорить, а возможно и уладить некие шероховатости в отношениях попытается спецпредставитель Путина Дмитриев, который уже участвовал в переговорах с американцами в Саудовской Аравии. Западная пресса пишет, что его ждут в США с визитом, а для этого специально, но пока временно сняли все санкции. В Штатах он должен встретиться с представителем Трампа Уиткофом, который прилетал неоднократно в РФ. Сам Дмитриев в своих соцсетях дал понять, что действительно готов к новым переговорам. Может быть. Сопротивление диалогу между США и Россией реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений – это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира? Киев и Москва на пороге прекращения огня, заявляет спецпосланник Трампа по Украине Келлог, и тем самым опровергает публикации в западной прессе. Однако, когда соглашение будет подписано, так и не ясно. Келлог лишь говорит, что этим соглашением не будет довольна ни Москва, ни Киев. Придется с этим смириться и все-таки пойти на уступки. Он так говорит, но я думаю, обе стороны хотят найти выход из конфликта. 3 года – это долгая война, дольше, чем Вторая мировая, если подумать. Обе стороны хотят перезагрузить отношения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты – это козырь. Если Россия хочет вернуться в Лигу наций, ей нужно заключить сделку. Единственный, кто может это сделать – президент Трамп. Россияне должны это осознать. Сейчас они выжидают и настроены так, что они хотят вернуться в Лигу наций, и есть возможность это сделать. Я думаю, президент Трамп показал, что это возможно. Во всех переговорах никто не будет сначала доволен, ни одна сторона не получит всего, чего хочет. Но мы должны вернуть их в общее пространство переговоров, разговаривать друг с другом, сесть и договориться о том, чего они хотят и чего не хотят.
Москва тем временем накануне обвинила Америку в бездействии. Мол, Вашингтон никак не реагирует на то, что передает Кремль. В частности, Россия обвиняет Украину в нарушении и срыве договоренности о ненанесении ударов по объектам энергетики. Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент Путин остается открытым к мирным переговорам. Президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами. И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к мораторию, к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, это как раз является самым красноречивым свидетельством тому. Украина также заявляет, Россия уже неоднократно нарушила режим прекращения огня. Кроме того, 11 апреля будет месяц, как Киев и США предложили полный режим тишины в небе, в море и на суше. Но Россия так и не ответила утвердительно. Путин, напомню, после этих предложений заговорил о том, что ему не с кем подписывать документы о мире, и предложил временное управление в Украине. США уже отвергли эту идею, а в Киеве заявили, что выборы проведут тогда, когда отменят военное положение. Сейчас никто к президентским выборам не готовится. Напомню, что ранее такую информацию распространило издание The Economist. Военное положение продолжается, а после его завершения, если это будет проголосовано в парламенте, параллельно будут идти две процедуры. Первая — это 3-6 месяцев. Скорее всего, 6 месяцев, с учетом всего, подготовка к выборам, то есть организация процесса. А параллельно с этим будут вносить изменения в законодательство, потому что мы понимаем, что это будут послевоенные выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как таковое. До момента прекращения огня, до момента даже временного перемирия никто не будет отменять военное положение. А в НАТО тем временем заявили, до конца года Украина получит $20 миллиардов помощи. В первые 3 месяца этого года союзники уже пообещали более 20 миллиардов евро на помощь в обеспечении безопасности на 2025 год. А наше командование в Висбадене продолжает координировать поставки военной помощи и обучение для Украины. Итак, как считаете, до чего договорятся спецпредставители Трампа и Путина, от чего придется отказаться России, на какие уступки Вашингтон вынудит пойти Москву и Киев, и что думаете о провале Трампа, который очень и очень громко заявлял о том, что эту войну может закончить за сутки, но не тут-то было. Интересно прочесть ваши версии, напишите об этом в комментариях. Также попрошу не теряться, а для этого можете подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо. Санкционный удар по России. США ввели новые ограничения, но сделали неожиданное исключение. Минфин США снова бьет по Москве. В черный список попали 3 россиянина, 3 компании и 1 сухогруз. В их числе судно «Зафар», которое, по данным украинских источников, могло быть причастно к вывозу украинского зерна с территорий, которые были захвачены Россией. Сейчас вы видите распоряжение Минфина Штатов. Кроме того, американское министерство финансов сообщает, что причиной введения этих санкций является противодействие терроризму. В санкционный список попали лица, которые связаны не только с вывозом зерна и поставкой в Йемен, но и с продажей оружия хуситам. Но вот что странно, американцы сняли санкции с Карины Ротенберг, жены бизнесмена Бориса Ротенберга, который также является другом Путина. Почему пришли к такому решению, в Вашингтоне не уточняют. Миллиардеры с состоянием в $110 миллиардов сбежали из России. И не только сбежали, а попытались выдать себя за зарубежных граждан, чтобы и дальше зарабатывать. Об этом пишут издания агентства и Moscow Times. Итак, за год 24 российских миллиардера официально сменили страну в списке Forbes, переместив $110 миллиардов из-под российского флага. Среди них Алексей Кузьмичев, состояние $7,5 миллиардов. Теперь представитель Франции. Петр Авен со своими практически $5 миллиардами представляет Латвию. Елена Батурина – Великобританию, Леонид Федун, связанный с Монако, Аркадий Волош и Александр Мамут с Израилем. И это далеко не весь список. Тенденция к смене гражданства среди российских миллиардеров значительно усилилась после начала войны в Украине, когда паспорт РФ из-за санкций стал серьезным препятствием для ведения бизнеса на Западе. Минимум 6 миллиардеров официально отказались от российского гражданства, включая сооснователя Revolut Николая Сторонского, владельца холдинга Freedom Тимура Турлова и основателя инвестиционной компании DST Global Юрия Мильнера.
Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!